Когда-то она работала у него домработницей, тихой, быстрой, почти незаметной. Он привык видеть ее собранной, аккуратной, спокойной. И лишь однажды, вернувшись неожиданно в середине дня, он оказался в ее реальной жизни, которой никогда по-настоящему не замечал. Он вошел без предупреждения, уставший после совещаний, намереваясь обсудить рабочие мелочи. Но, переступив порог ее квартиры, оказался в вихре хаоса, шума и жизни. Комната была тесной, теплой, наполненной следами ежедневной борьбы. На полу носились дети, один прыгал, другой стаскивал подушки с дивана, третий висел на раме окна, будто это была игровая площадка. Она стояла посреди всего этого, с малышом на руках, усталой, но собранной, словно держала равновесие там, где другой давно бы сломался. Ее бывший муж исчез так же внезапно, как когда-то появился в ее судьбе, оставив дом, полные руки детей и пустые обещания. Все заботы, от утренних каш до ночных страхов малышей, лежали только на ней. Она больше не жаловалась. Она просто научилась быть сильной. Он смотрел на происходящее, на ее сосредоточенный взгляд, на детей, которые словно маленькая буря разрушали порядок, на комнату, наполненную шумом, смехом, плачем, жизнью, и впервые видел в ней не служанку, а женщину, которая ежедневно совершала подвиг. Его дорогой костюм, его холодные офисы, его безукоризненная тишина будней казались чужими на фоне ее реальности. И именно в этот момент он понял, что пришел сюда не случайно, что давно искал не порядок, а тепло, не молчаливый комфорт, а человеческую близость, которой ему не хватало в собственной роскошной пустоте. Он начал приходить чаще, сначала будто по делам, потом просто так, помогая забрать игрушки, удержать раскачавшегося ребенка, приготовить ужин, чтобы она хоть на минуту смогла вздохнуть. Он постепенно занял место в этой шумной, сложной, честной жизни, и дети приняли его быстрее, чем он ожидал. Они цеплялись за него, бегали за ним по комнате, смеялись, словно давно знали его. И незаметно между ними возникло то, что не требовало слов. Он видел, как она, вытирая слезы уставшего малыша, едва удерживает собственную усталость. Она видела, как он бережно держит ребенка, будто всегда умел это делать. Не было признаний, не было больших обещаний. Было просто присутствие, которое становилось необходимым, как воздух. Со временем он предложил ей помощь, поддержку, безопасность, не как благодетель, а как человек, который больше не хотел быть сторонним наблюдателем ее жизни. И она позволила ему войти, осторожно, с недоверием, но с надеждой, которую давно боялась себе признаться. Теперь они живут вместе. Он стал частью семьи, которую она когда-то поднимала в одиночку. Дом, в котором раньше звучали только детские голоса, теперь наполняется спокойствием и уверенностью. И каждый день, глядя на нее, он вспоминает тот момент, когда впервые увидел ее настоящую, сильную, измученную, любящую, и понял, что никогда уже не сможет уйти. Так миллионер, пришедший без предупреждения в дом своей служанки, нашел не только хаос, которого не ожидал, но и семью, о которой даже не мечтал. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.